этот самый огромный, непонятный, неприятный персонаж. Не этот, конечно. Так. Да. Вот это я болтун. Так, ну я вижу, вот это точно совершенно нужно уничтожить. Бабах. Черт. Я понял, это твоя нора. Но придется как-то договориться, чувак. Да, не думал я, что в этой серии я буду так часто погибать. Так, засовываем руку. Я не прочитал, что там будет, но я думаю, мне будет полезно. В любом случае, я в последний момент восстановил просто весь запас кислорода. Устойчивый к перегреву у меня теперь есть, и я знаю, где нам это пригодится. Ну что ж, друзья, Сабнавтика возвращается к нам. А точнее, мы возвращаемся в Сабнавтику. Тотальное глубокое погружение. И сегодня мой главный план на эту серию — продолжить движение по ветке цветков ангелов и моровых цветков паразитов. Давайте освободим же эту фауну. Или флору. Флору. Давайте же освободим эту флору от этого патогена. Что ж, возможно, по ходу действия нам удастся что-то узнать больше о том, что происходит на этой планете. И да, вперед! Снова пробую играть сегодня с пада. Потому что, ну, заметно, конечно же, плавнее все происходит. Не знаю. Единственная проблема, которую я забыл посмотреть перед началом этой серии, то, что у меня, вы видите, да? Звуковой мой пистолет полностью практически разряжен, так же, как и мои замечательные наручи. А значит, прежде чем отправляться в путешествие, мы должны изготовить эти модули. И в идеале, конечно же, найти чертежи для зарядной станции. Так, что ж. Здесь я могу, значит, изготовить ни шиша. Это все у меня есть, мне это не нужно. Так, вот здесь, наверное, в ресурсах я могу изготовить простой аккумулятор. Делаю его раз. Делаю его два. И я думаю, что на эту серию мне этого должно хватить. В любом случае нужно сделать еще что-то из еды, воды. Ну и пару аптечек будет недурно с собой заиметь. Ладно, давайте посмотрим на самом деле, что у нас есть в инвентаре. Аптечек у нас много. Я думаю, что этого, да, этого хватит. И нет ничего из запасов еды и воды. Это нужно будет сделать. Так, посмотрим, что у меня тут есть. Здесь воды нет, и зато много серебра. Прикольно. Так, здесь здесь ничего полезного сейчас в данный момент для меня. И тут то же самое. Есть разряженный аккумулятор, какие-то обломки, металлолом, резина, стекло. Ну, понятно, значит, первично давайте пополним запасы еды и воды. И уже будем тогда отправляться в путь. Так, вот сразу паренек отправляется к нам в инвентарь. Да, конечно же, не очень все-таки удобно. Все, что касается нацеливания на те или иные объекты с геймпада, неудобно. Я никак не могу к этому привыкнуть. Но да ладно, все равно. Мыши плакали, страдали, но продолжали есть кактус. Так, тут у меня капсула, но я ее уже полностью опустошил. Ресурсов там нет никаких. Так, вот я вижу вот этого водяного. Как он там называется? Водяной слизень, да. Так, хорошо. Еще парочку здесь. Наберем пару рыбок. И будет уже, в принципе, прекрасно. Да, подозреваю, конечно же, с геймпада будет мне все-таки не прикольно. Ну ладно, если что, мышка с клавиатурой всегда рядом. Так, здесь, и вот они еще прячутся тут. Крабы, которые, к сожалению, мне совершенно бесполезны.
Так, и надо не забыть всплыть. Оп. Ах ты какой резкий, а. Но я тебя все равно поймаю. Так, ну что, вроде по запасам уже неплохо. По крайней мере, времени не хочется много на это тратить. Поэтому возвращаюсь к себе на базу. Готовлю еду, готовлю воду. И не теряя ни секунды, отправимся на новое задание. Надеюсь, что сильно нас там никто бить не будет. Не хотелось бы. Так, что ж. Дом, милый дом. Прекрасно. А здесь я могу, соответственно, все это приготовить. Так, это в разделе продовольствия. И давайте, да, сделаем запасы еды. Что-то пополним сразу. Так, прекрасно. И как бы мне заполнить эту батарею? Блин, дайте вспомнить. Переносной. Так, ладно, по ходу дела с этим всем мы разберемся. Отправляемся мы. Грибневик Ангел. Этот нам не нужен. Он вполне себе выглядит здоровым. А вот другие ребята, конечно же, таким похвастаться не могут. К сожалению, я не помню, как именно мне нужно до него добраться. Есть, конечно же, вариант пробраться, проследовать по его корням. Но, как говорится, есть все-таки план двинуться на север, северо-восток и уже оттуда двигаться дальше. Так, здесь все тот же самый звук маяка. И вы мне сказали, что тут есть наросты, которые можно пробить. К сожалению, я пока не понимаю, о чем речь. Давайте попробуем здесь. Бах. Мы это все сделали, но оно пока не открывается. Так, здесь это все мне не подходит. Старый добрый друг нас уже поджидает. Да-да-да. Он здесь. Вижу его тень. Так, вот в этой шахте мне нужно теоретически забраться, но, к сожалению, пока я это сделать не могу. Ай, прям я ему прыгнул в пасть. Так, давайте-ка здесь посмотрим, что у нас тут происходит. Это что-то непонятное для меня. Так, ну тут я как будто бы уже был, и все это я здесь смотрел. Так, это капсула. Походу, да? Ну-ка. Да, биокапсула. Не знаю, почему они дают мне повторно это все изучать, потому что я уже все это смотрел.
Так, здесь. Здесь есть выход. Так, это я могу взять и сюда пробраться, да? Что мне это даст? Как будто бы ничего. Единственное, только здесь можно подышать. Да, ну и туда вниз пробраться. Так, ну и вот, я пробрался сюда. Наконец-то здесь я могу уже взять этот черный ящик. Habitat's gone. Chap lost it. He blew up the beds. Some of us made it out with Ganzo. I'm sorry, Ganzo. I said I was going back to Habitat, but I'm going to find the Jubilee, and I don't think they can feed you all. I'm sorry, man. I left you. I don't know where I'm gonna reprint. I don't know what I'll remember. Look, if I find this, the Jubilee went south, to the cave where the crabs die. Do you understand? The cave where the crabs... Ай. Как он меня все-таки достает. Промазал. Лошара. Так, ну здесь я это место помню. Однако грибневик точно не здесь. Может быть, ниже. О, стоять. Это что-то новенькое. 30 seconds. Так, это я открыл, и в черном ящике внезапно есть какие-то припасы. Ну, не знаю, насколько мне нужно это забрать, но забираем. По-моему, здесь я просто умер, поэтому здесь есть припасы. Так, по-моему, здесь есть залежи свинца. Это место мне тоже кажется знакомым. Обследовал я здесь все это дело. Но, увы, это не то, куда я хотел добраться. Мне нужен второй грибневик-ангел, чтобы можно было повзаимодействовать с ним. Да, здесь свинец, его здесь очень много. Так, вот это уже похоже на правду. По-моему, где-то здесь оно было. Но, конечно, пришел я сюда в ночь. Это очень даже не прикольно.
здесь есть КПК. Внутренняя стена мне открыта. И здесь... Ganzo here. Day... Hey, what day is it? Day 758. Habitat's gone. We've got no fabricator, no biobeds, and no way to build more. We are on our last life. It's me, Ruby. Stay close, Hera. Raster, Tuba, Sean, Graham, Rowboat, and Mogami's kids. And Twinkle. Finally outside. 30 seconds. What a way to get your feet wet, huh? We're striking out for the tadpole pens. Maybe the Noah there will let us in. And if not, we'll take the submarines and look for Anita's crew. If you find this, swim southeast along the edge of the Coral Garden. I'll drop Да, another тут целый lock сюжет. defense. Сейчас мы вернемся на базу и немножечко почитаем, потому что мне кажется, что это важно. Так, какая-то пещера, и не факт, что я здесь был. Залетаем сюда. Благо дело, пузырьки есть, значит, мы без кислорода здесь не умрем. Хотя, конечно, может быть, я здесь был, и в ночи просто выглядит все. Все выглядит иначе, все светится, все прикольно. Красота, жалко, здесь я пока не могу понять. Есть ли карта, которую можно нажать? Но на М нет ни черта. Поэтому делаю предположение, что ее здесь нет. И какое-то, смотрите, есть свечение. Очень интересно все это выглядит. Завораживающе. Могу ли я сюда пробраться? Потому что здесь есть постройка. Так, и что-то я здесь могу просканировать, да? Да, гидроэлектрическая турбина. Так, хорошо, но это, по-моему, у меня уже все есть. Так, и я здесь фактически был. Так, энергопередатчик. Хорошо, прикольно. Так, что-то на меня свалилось. Seek medical Ай. attention. Потому что... Потому что надо валить отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Так, вот здесь цветок, выделяющий кислород. И залетаем сюда. Но вы уже почувствовали, да, что я перешел снова на клаву-мышь. Все-таки мне это в разы удобнее. Так, много серебра, но и у меня запасы есть. Огромные залежи меди. Так, ну это все, конечно, замечательно, но я не вижу, где же этот моровой цветок, портящий жизнь цветку ангелу. В темноте я вообще не понимаю, где тут что. Так, это старая база, а значит здесь будет неподалеку этот самый огромный, непонятный, неприятный персонаж. Не этот, конечно. Так. Черт, я опять забыл. Да что ж такое-то, а? Lost to suffocation. Вот это я болтун. Warning. Power offline. Так, где я помер? Титан потеряно 2, медь потеряно 2. Так, что еще потеряно? Приготовленная рыба полумесяц потеряна. Ну, да. Это, конечно, уже не смешно. Давайте договоримся просто, что я больше так не делаю. Но это просто уже какой-то прям совсем нубас. Мне уже даже стыдно становится за такие просто откровенные факапы. Нужно быть посерьезнее, повнимательней, да. В общем, короче, в поисках в темноте я просто совершенно забыл посмотреть на свои запасы кислорода. Так, эта кислотная фигня здесь меня тоже достает. Так, вот один, вот этот. Он-то мне и нужен, да? По-моему, да, он-то мне и нужен. Вот этот вот самый грибневик-ангел. Вот такого уже странного, причудливого цвета. Да, про воздух не забываем. Так, и снова я в ночи здесь. Практически я добрался до него, но, увы, помер. Так, здесь мы уходим внутрь, но
Ну, не видим мы здесь прохода. Поэтому не факт. Ай, да чтоб тебя, пошел ты. Я тебе сейчас так... Получи-ка на. Ага, повяжи мне. Так, давайте все-таки разбираться, как мы можем поменять аккумулятор. Не, если я выброшу, это вообще будет огонь. 30 seconds. Так, куда уходит этот корень? Интересно мне знать. Один пошел сюда, как будто бы в пещеру, но не факт. Посмотрим, выйдет ли он. Дальше из земли в рот, как будто бы он здесь выходит, да. Выходит сюда и уходит дальше в пещеру. И я вижу здесь моровые цветки. Но, к сожалению, пока не вижу тех, которые можно уничтожить. Хотя вот этот выглядит таким, да. Давайте-ка попробуем. Бабах. Нет. 30 seconds. Нет, это все часть дизайна. Но наверняка здесь все-таки где-то есть очаг заражения. Возможно, внутри. Так, окей. Oxygen. Срочно пополняю запасы кислорода. И нужно запомнить, конечно же, где вообще в целом вот разрушенный корабль. Ой-ё, он внутри. Черт. Ха-ха-ха. Он внутри. The peak viral bloom is produced by an infected angel comb. It contains useful Так, ну я вижу, вот это точно совершенно нужно уничтожить. virus. Бабах. Juveniles feeding it has been treated. Так, ну и я разрядился, да, класс. Ай. Блин. Я понял, это твоя нора. Но придется как-то договориться, чувак. Придется как-то со мной договориться, потому что я имею на эту нору большие, далеко идущие планы. Да. Так, что ж, здесь есть течение внутрь. Давайте подумаем. Так, и вот я перезарядил аккумулятор. И здесь тоже. Так, ну окей. Хорошо. 30 seconds. Так, здесь... давайте пополним запасы воздуха. И, соответственно, погружаемся внутрь, в пещеру. Надеюсь, он отсюда свалит. Потому что если нет, у меня большие проблемы. Бабах. Отошел. Я заряжен на успех, ты понял? Чик. Один уничтожен. Так, и давайте. 30 seconds. Да, уже не так весело, да? Так, опять этот воздух. К сожалению, кислорода здесь нет.
Ладно, 2-1. 2-2. Seek medical attention. Получил. Так, ну и подожди-ка, давай-ка мы... Так, где-то есть еще очаги. Потому что он должен раскрыться, насколько я понимаю, и... Так. Так, ладно, еще раз. Еще один заход. Что здесь у нас есть? Ничего пока интересного. Да, твои же. Seek fresh water intake. Так, но я в упор не вижу, где еще можно эти моровые цветки обнаружить и уничтожить. Oxygen. Да, слушайте, задачка. Задачка. И вот как будто бы, да, что-то наклевывается. Бабах. Уничтожили. А, где-то еще есть наверняка. Здесь ничего. Oxygen. Так, ну слушай, вообще, конечно, не вижу я здесь явных каких-то очагов заражения, но они там точно есть. Я уже здесь обследовал фактически все, что только можно. Так, ну здесь еще есть какие-то варианты, да, посмотреть? Ну, я не знаю. Все в любом случае ведет нас в эту пещеру.
Все складывается сюда. Можно попробовать обследовать еще раз хвост. Но не думаю, что что-то мне это даст. Так, это съели. Воду, да? Воду пополнили. За всем приходится следить. 30 seconds. Так, здесь. Здесь толком ничего нет. А вот есть. Oxygen. 30 seconds. Ну, вот это все, что открыто. На открытом пространстве находится, я здесь уже точно сделал. Грибневик раскрылся. И тут уже, как говорится, ничего не сделать. Моровой инфектор. Ну, не знаю, давайте попробуем зарядим его сюда. Нет. Нет, это точно не оно. Seconds. Так, Вандер нам шепчет. Помогай деткам, глупый. Где их найти? Только. Лучше бы подсказала, где их найти. 30 seconds. Здесь я этого не вижу. Так, ну здесь корень, он заканчивается, да? Но только сюда уходит. Не знаю, куда дальше? Типа в эту долину? А, ну да. Ну вот, смотрите. Есть еще вариант. Отлично. И он пошел дальше. Так, ладно, здесь нужно набрать воздуха. Потому что я не знаю, есть ли внутри там какие-то кислородные вот эти вот цветки. Надеюсь, что да, потому что запас кислорода мне явно не хватает для таких вылазок. Так, ну двигаемся, делать нечего. Так, нужно это все здесь освободить. Это нет. Это нет.
И вот я вижу еще один грибневик-ангел. Кто-то пытается меня кусать, конечно же. Защищает свою территорию. Свою колонию. Так. Ну, вроде бы у меня получилось. Черт. И в этот раз меня загрызли, да? Угу. Ладно. Так, давайте посмотрим, что я могу еще взять с собой. Я сильно потратился на аптечки. Аптечки, судя по всему, ценный ресурс. Ха-ха-ха, внезапно. Так. Но я не могу ничего из этого сделать, потому что у меня ничего нет для изготовления аптечек. Так, туда без аптечки соваться. Ну, такое себе. Ладно, давайте попробуем. Где это было, наверное, в эту сторону. Да, не думал я, что в этой серии я буду так часто погибать. Так, да, я нашел быстрый путь к этому грибневику. Но наступает темнота. В любом случае, в темное время суток гораздо полезнее пробраться в пещеры. Я почти закончил там очищать эти цветки, но... Судя по всему, все будет не так-то просто. Так, оставь маму, помоги деткам. Так, если честно, я уже забыл путь туда, но вот здесь я вижу объект. Так, ну и, соответственно, опуститься туда, предварительно захватив немного воздуха. Кто-то меня здесь пытается все-таки сожрать. Oxygen
Так, ну и выбраться мне отсюда нужно, чтобы захватить кислород и вернуться назад. Надеюсь, я успею. Черт. Oxygen. Давай, 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 давай. Ну. Оф, последний момент, как обычно. Не до конца. Вот так, да. Да, эта штука мне позволяет пополнить кислород. Значит, будем ее там внутри использовать, потому что моего запаса воздуха точно не хватает. Надеюсь, больше никто не захочет меня уничтожить. Хотя, как сказать. Так, здесь есть черный ящик. Открываем. Забираем. Так. Аптечку сразу применяю. Это съедаю. Воду пью. В общем, такие дела, ребят. Что ж. Здесь мы это все сделали. Вот здесь вот не сделали. Бабах. Так, это я уже все смотрел. Ну ладно, давайте подышим. Oxygen. И вернемся назад. Я должен разобраться, все ли я сделал, что требовалось в этой локации. Так, вот этот человек, вот этот персонаж мне не нравится. Скотина. Пошел вон. Так, черный ящик Вандер есть. Сейчас мы его забираем. Misty Hema, if I get reset, Mirror Breach got me. Should have brought flares. Stupid. Had a parasite on it. Full of virus. Bloom virus. I got a scan. It doesn't match the virus in our blood. Legs won't move, so you can't fix it. Так, ну и поскольку я вроде как здесь все, что нужно, сделал. Давайте выбираться отсюда. Так, ну здесь просто водяной слизень. Получается, тогда возвращаюсь в основную пещеру, уничтожаю вот эти цветки. Здесь меня попытаются сожрать. Так, быстро. Пока они раскрылись. Да твою ж мать. Все, уходим, уходим. Батарейка меня подвела. Самый ненужный момент. Блин, я рассчитывал, конечно, что... Ай, против течения. Я рассчитывал, что мне одной хватит. Но нет. В общем, делать нечего. Придется возвращаться домой. Пополнять запасы электроэнергии.
И, ну, и вернуться, конечно же. Так, давайте для начала вообще определимся, куда мы и чё кого. Вот, спасательная капсула 250 метров, соответственно, где-то там рядом моя база. Да, слушайте, ну, цветок мы практически освободили. Не хватило буквально немножечко, пару еще очагов воспаления нужно было уничтожить, чтобы завершить это мини-задание. Да, на этот звуковой излучатель энергии уходит очень много, поэтому пару элементов энергетических нужно иметь. Не знаю, есть ли у меня сейчас все ресурсы, необходимые для того, чтобы изготовить эту батарею. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим и узнаем. Так, это мы забираем. Так, этих ребят мы забираем. И, конечно же, желательно набрать водных слизней, изготовить воду, потому что это нам потребуется. 30 seconds. Так, я вижу капсулу, но я не вижу свой дом. Так, видимо, за этим рифом. Да. Так, в общем, пока энергия есть, давайте делать аккумуляторы. И он у меня внезапно один. Так, что ж, давайте сразу я перезаряжаюсь. Перезарядка. Чик. Взяли, нет. Почему? Еще раз. Перезарядили. Вот этот полный, да? Раз. Отлично. И нужно в любом случае изготовить еще один. Так. Мешок Рейна мне требуется. Где-то я их видел, причем видел неподалеку. По-моему, здесь. По-моему, около центра прибытия он был, да. Может быть, есть, конечно, и поближе, но это первое, что мне пришло в голову. Так, забираем его. Так, а как мы это забираем? А никак мы это не забираем, потому что нужен мультитул. Мультитул. Вот. Мешок мы забрали. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, что происходит? Зачем так зло? Это мешок с лечебной слизью, а нам нужен непосредственно Рейн. Так, ну, возвращаюсь за мультитулом, делать нечего. Да, слушайте, и аккумуляторы тоже становятся проблемой. Так, все-таки я хочу в этой серии с этим цветком полностью разобраться. Поэтому... Так, ну... Да, скорее всего, аккумулятор я сделать не могу, да, именно нужна башка. Так, хорошо, где у меня мультитул? Здесь у меня мультитул. Я его пока временно меняю на... этот излучатель. Подожди, почему? Пировать, быстрый доступ, вот, все. Погнали еще раз. Так и думал, что ты это сделаешь. Вот он есть здесь. Давайте его соберем. Раз, два, три, 4. Надеюсь, мне этих запасов хватит. Так, и аптечки, скорее всего, наверное, я смогу тоже изготовить. Металлолом забираю. Ай, ай. Что я вам такого сделал? Чего вы такие злобные, а? Брызжите здесь кислотой. Чего такие кислые?
Так, вот здесь еще один вижу. Если инвентарь позволяет, я его забираю. Чтобы по 100 раз не ходить. Много аккумуляторов не бывает. Да, но инвентарь полон. Что могу я сделать? Фактически только сожрать, да выпить. Да, и тогда могу это забрать. Так, все. Здесь слизня не возьмем. Пузырек возьмем. Так, выплываем наружу и двигаемся к базе. Я уже по лестнице стал ориентироваться, потому что она ровно смотрит на мою базу. Так, слушайте, ну, значит, мультитул выкидывать не будем. Один слот придется на него отправить. Так, выделяем на него один слот, как говорится. Здесь что? Аптечку не могу, мне требуется волокно. Как мне сделать волокно? Могу сделать волокно. Хорошо. Так, пару аптечек не повредит. Точнее, получилось всего одна. Да, губу раскатал. Так, рыбу могу пожарить. И да, давайте сделаем аккумулятор. И еще один. И еще один. Так, ну думаю, мне такого количества хватит точно. В любом случае, те, которые уже разрядились, выкладываем сюда. Остальное как-то останется у нас здесь. Так, ну и что мне нужно перезарядить? Пока что, наверное, вот это. Да. Соответственно, тот, который разряжен, отправляется сюда. Будем это потом все восстанавливать. Погнали. Так, это у нас что? Это у нас маяк. По-моему, я его уже сканировал. Но теперь вроде бы полный комплект. Так, сюда я заплыл, но тратить время на это я не буду. Мне нужен цветок. Вот эта пещера. Угу. Так, засовываем руку. Я не прочитал, что там будет, но я думаю, мне будет полезно. В любом случае, я в последний момент восстановил просто весь запас кислорода. Устойчивый к перегреву у меня теперь есть, и я знаю, где нам это пригодится. В любом случае, отсюда уматываем. Надеюсь, что здесь больше ничего я не забыл. Надеюсь я очень на это. Но вроде бы да. Так, ну что ж, неплохо. Мини-миссию, которую я сам себе поставил перед началом этой серии, я выполнил, я этому очень рад. Вот здесь еще я... Так, подожди, не надо мне режим стройки. Что ты здесь хочешь построить, я не понимаю. Так, ну здесь чепушило водяной. Забираю его, и можно облутать этот ящик. Что тут есть? Аккумулятор. Отлично. Это новый тип валюты подводной такой у меня здесь.
потому что мне в этом выживании это очень сильно пригождается. Так, хорошо. 30 секунд сюда мы можем пройти, да? Но как бы мне это... А, ну вот я могу здесь подышать. Спокойно, но я сюда опускался, а мне там больше делать нечего. Черный ящик Вандер мы там обнаружили. Что ж, давайте возвращаться домой на базу и будем подводить какие-то итоги сегодняшней миссии. Так. Где у нас тут метки? Вот они. Да, наручи, конечно, все-таки помогают передвигаться быстрее с точки А в точку Б. Несмотря на то, что поначалу их улучшение было не очевидно. Так, ну... Что ж, вот уже база. Сейчас я предлагаю прочитать в журнале все то, что я пропустил, пока ползал по этим пещерам. Для тех, кто уже знаком с этим лором и не хочет сидеть и тратить время на то, пока я буду читать, можете пропустить этот эпизод, там коды есть в описании, и перейти сразу к заключительному слову. Так, ну а я тогда отправляюсь сюда. Итак, природный генетический материал, анализирую полезные цепочки. Your body can now survive elevated water temperatures. Так, здесь она рассказывает, что внедрены белки теплового шока, вы научились выдерживать высокие температуры. Лечение прошло успешно, вирусная фабрика заглохла, грибневик Ангел восстанавливается. Да, но это все то, что мы получили, когда уничтожили все эти моровые очаги. Ангел — идеальный донор ДНК, дотроньтесь рукой до его луковицы, чтобы взять образец. Хорошо, здесь с нами общалась Вандер, которая там погибла и, судя по всему, как-то соединилась, интегрировалась в этот грибневик Ангела. Мор распространяет зараженный грибневик Ангел, в нем есть полезная адаптация, но сперва его нужно вылечить. Одного из его детенышей вы уже вылечили, остался последний. Хорошо. Также у нас было сообщение, запись в дневнике от Ганза. Это Ганза, день 758 базов. Все. Ни изготовителя, ни биокапсул, ни возможности построить новые. Умрем. Конец истории. Здесь я, Руби, Хайер, держись ближе, Растер, Туба, Шон, Грамм, Робот, Вандер, Сандером и Светлячок, кстати, с погружением. Вот мы и искупались, да. Мы доплывем к депо, может, Ноа нам откроет, а если нет, возьмем головастиков и поплывем на поиски Аниты и компании. Тому, кто это найдет, плывите на юго-восток по краю сада. Доберемся до депо, оставлю еще запись. Так, юго-восток по краю сада. Что бы это ни значило, в следующей серии, я думаю, что мы с вами это будем узнавать. Проклятие. Туба нам сообщает. Так, ладно, ящик, записывай. Это Туба, я в ловушке снаружи костолом. Сигнальных шашек у меня нет. Съесть меня я ему не дам, не дождется, лучше уж задохнусь тут. Базы больше нет, Чап сошел с ума и взорвал капсулы. Часть наших выбралась с Ганза. Прости, Ганза. Я сказала, что возвращаюсь на базу, но на самом деле ищу юбилейцев. А еды на всех у них не хватит, прости, что бросила тебя. Не знаю, где меня восстановят, но и что я буду помнить. Короче, если я найду свою запись, юбилейцы подались на юг, к пещере, куда уходят умирать крабы. Ясно? Пещере, куда уходят крабы. Так, дубль да твою ж, шум воды, полевой журнал Наимы. Один из этих кальмаров-кровососов только что напал на меня. Мадлен увидела, что я бросаю шашки, подплыла, и он переключился на нее. Видать, кровь костоломов ему больше по вкусу. Чем человечье, надо будет отыскать Мэдди, узнать, как она. Кальмар явно большой, какие-то наросты. Но не зеленые, не хара, что-то грибковое. Интересно, есть ли тут кальмарье бешенство? Черт, надеюсь, это не заразно для костоломов. Так, что ж, аквапланер, подводный аналог космопланера. Это то, что мы подразумеваем под наручами, да? Так, вирусная атака, используйте резонатор. Часть деталей в составе этого резонатора изготовлены. Это то, что мы находили, резонатор и так далее. Так, пока по сюжету я понимаю, что, как и в прошлых сериях, мы находим записи, которые нам рассказывают о том, что в команде произошел дикий социальный разлом.
Чап и несколько его соратников просто бомбанули эту базу, взорвали ее, и колония погибла. Кто-то из выживших двинулся на, сейчас мы помним, да, юго-восток, по краю сада, до депо, некое место, куда нам следует отправиться. А также другая часть отправилась в пещеру, куда уходят умирать крабы. Это, сейчас я найду, я в ловушке, бла-бла-бла. Короче, я найду запись, юбилейцы подойдись на юг, да, на юг или на юго-восток. В любом случае, плюс-минус это в одну сторону, вот, поэтому зайдем и в то место, и в то. Будем двигаться дальше по сюжету. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще по отметкам. Старая жилая база, Лян Хайву, мы там были. Черный ящик Вандер мы находили, Гремевик Ангел, лагерь 1. Это все у нас было. В любом случае, что мне здесь еще нужно? Чапа серебро мне больше пока не требуется. Центр прибытия пусть будет. Спасательная биокапсула. Лагерь номер 1. Да, вот так давайте отметим. Что ж, в журнале все понятно. В базе данных, но это читать не перечитать. Биореактор вырабатывает энергию посредством расщепления органики местных химических соединений. Культура нанороботов внутри реактора, полученная из тела самого колониста, разлагает органику, вырабатывает метан, который затем смешивается с кислородом и сжигается для получения энергии. Оставшиеся после этого вода и углекислота перерабатываются повторно. Да, полезная штука, кстати, имеет смысл ее на базе построить. Так, и изготовитель это у нас и есть. Понятно, что с ним делать. Гидроэлектрическая турбина. Давайте почитаем. Названная по имени легендарной античной прачки. Гидроэлектрическая турбина Навсекая-4 преобразует энергию водного потока в электричество. Течение вращает лопасти, приводя в движение ротор многофазного генератора. Разместите на пути течения, подключите к энергосистеме базы и при помощи передатчиков. Корпоративный слоган «Вот это поворот». Так, уж не знаю, для чего она нужна, но как будто бы турбина это то, что может вырабатывать электроэнергию. Тем более здесь сказано, что подключите к энергосистеме базы при помощи передатчиков. То есть, я думаю, это то, что можно использовать независимо от солнечного света. И солнечные панели, как вы поняли, ночью, в ночное время неэффективны. Не могут запитать полностью базу, чтобы вырабатывать кислород и вообще включать, пользоваться какими-то энергозатратными устройствами. Так, шкаф у нас есть, стыковочная шахта, понятно. Это, видимо, для головастика или что-то подобное. Так, терминал Нова, это мы уже строили. Энергопередатчик, вот он тот самый. Энергопилон лучевод используется для прокладки беспроводной электромагистрали на основе микроволновых лучей. Отвечает стандартам ИЕЕ. Ну, как он называется? ГОСТ, европейский или международный. При составлении цепи из пилонов можно практически без потерь передавать энергию на сотни метров. Под водой передача энергии осуществляется на основе принципа емкостной связи Тамура-Мурай, описывающего передачу тока через ионизированную морскую воду. Устанавливайте после источников питания или энергопередатчиков для увеличения их радиуса. Требуется для подключения баз к удаленным генераторам, таким как гидроэлектрические турбины. Что ж, солнечная панель понятно, прожектор понятно, ничего здесь. Вот, по Вандеру давайте сейчас почитаем, только после того, как с вами постараемся не умереть в собственной же базе, не задохнуться. Да, вот так вот в ночное время можно неочевидно прям откиснуть около капсулы, которая тебя попытается распечатать, но без электроэнергии сделать это не сможет. Вот такая вот нелепая смерть. Что ж, возвращаемся в журналы. База данных. Вандер. Вангма Кинуин Вандер подверглась нападению костолома при изучении баз области вокруг грибневика Ангела, пораженной вирусной инфекцией. Это там, где мы были. Вандер отметила, что на теле костолома имелся паразит. Вандер пожалела, что не отлегла костолома при помощи световой шашки. Вандер сообщила, что вирус, поразивший излучаемую область, отличается от штамма в крови колонистов. Заключила, что синдром Мейсфилда вызывается не моровым патогеном. Рекомендуется уничтожить вирус при помощи подходящих инструментов. Излеченный грибневик Ангел может стать источником биоматериала для адаптации. То, что мы и получили, да? Теперь мы можем терпеть более высокие температуры и отправиться туда, где мы видели залежи серы и, видимо, извержение вулкана. По крайней мере, это подводный геотермальный источник. Полевой журнал Наима, учащенное дыхание, один из тех кальмаров-кровососов, только что напал на меня. Мадлен увидела, что я бросаю шашки, подплыла, и он переключился на нее. Но это мы уже читали.
Так, выжившие маркер 1. Да. Это Ганза, день 758, база, все. Так, это я помню. Терминал подрыва СПУ, защищенный. Так, сейчас вернемся. Секундочку. Оп, хорошо. Можно жить. Так, замечательно. Продолжаем. Терминал подрыва СПУ. Защищенный терминал управления подрывом. Учетная запись Наима Накота Курултай. Пароль неизвестен. Приветствую, Наима. Открыть кумулятивное подрывное устройство. Система кумулятивное подрывное устройство. Состояние взведено. Это, видимо, то, что сделал ЧАП. Код принят. Выполнить отложенный подрыв 30 секунд. И пошел отчет. По показателям в норме. Подрыв успешно произведен. Замечательно. На дубль 2. Черный ящик Тербиш Энхын. Дубль 2. Дубль 2 утонул после того, как на базе случился взрыв, приведший к пожару. Дубль 2 страдал от умеренного истощения, серьезного отравления тяжелыми металлами и умеренной виремии. Что бы это ни значило. Во взрыве и сразу после гибели погибли еще несколько колонистов. На смерть наступила примерно 235 часов назад. Установить соединение с биокапсулой не удалось. Последняя версия дубля 2 утрачена. Да, как видите, не все здесь смогли распечататься по моему принципу. Некоторые, конечно же, были потрачены навсегда. Табуха Темуин, Туба 1. Анализ произошедшего. Туба умерла от обезвоживания. Она осталась в ловушке, блокированная костоломом. Больше жертв не было. Смерть наступила примерно 235 часов назад. Черный ящик передал сигнал на неизвестную биокапсулу. Обратный сигнал не получен. Дальнейшие данные отсутствуют. Так, хорошо. Еще там про Вандер была запись. Сейчас мы ее посмотрим. Так, продолжаем. Не знаю уж, зачем я на базу забегаю. По привычке, видимо. Потому что сейчас это бесполезное занятие. Вандер. Черный ящик. Вандер умерла. Кровопотери при нападении костолома 245 часов назад. О, черный ящик передал сигнал на биокапсулу на базе. Повторная печать произведена, несмотря на поражение организма тяжелыми металлами и ретровирусом. Откат предыдущей версии отклонен. Последняя версия Вандер восстановлена. Что ж, судя по всему, Вандер, чей черный ящик мы нашли, была восстановлена, но умирала ли она после этого, здесь в записи не сказано. Непонятно. Так, это про строитель, про звуковой резонатор, аквапланер, маяк. Местоположение маяка отображается у вас в интерфейсе. Можно помечать опасные места, использовать его для ориентации в пространстве и оставлять в качестве пометки на будущее. Так, Чап Саман, это мы читали. Образцовый кадр, верный уставу корпорации раннего детства. Опасность выгорания минимальная, в работе не вполне ладится с специалистом по этике ИИ Лукрецией Капур. Да. Образцовый кадр, верный уставу корпорации с раннего детства, выгорание минимальное, да, поэтому он раздолбал вашу базу просто к чертям собачьим. Стоп, все, есть кислород. Так, читаем дальше. Мантис, инженер по работе в открытом космосе, старший ныряльщик, тарифная категория Курул. Личные сведения, ветеран многих строительных проектов, бла-бла-бла. Примечание: монгольские беженцы старой школы нередко склонны к организации стачек и рабочих союзов. Могут потребоваться воспитательные меры. В общем, у нас есть некие характеристики, да, Квакер, Дубль 2, Ву, Синг, Туба, Вандер. Не очень мне это интересно смотреть. Водный слизень мы знаем. Джордзи, это Пента. Так, Пента, что у нас? Геологическое образование, теневая биосфера, оценка загадка, ожидайте дальнейшей информации. В общем, свойства Пента представляют собой мягкое восковое тело, с полностью заполненной серной кислотой. Тело вырабатывает поверхностный слой из радиоактивных элементов, белковый компонент во внутренних химических процессах отсутствует, хотя налицо отложение сложных жирных кислот, разведенные при помощи пузырей жира. Скорость химических реакций вялая. Будь это живым организмом, он находился бы в терминальной стадии. Что ж, не очень много информации про нее, но как есть. Губка макарон. Что делает? Жесткие пластины, диск для кормления. Обмен заложниками. В порах диска для кормления живут личинки. Необычные экспрессии, оценки вопреки названию несъедобно. Ожидайте дальнейшей информации. Тоже неизвестно. Научный курьез. Оценка. Коралла губка камневидная. Но это, кстати, съедобная штука. Она восстанавливает здоровье. Касание смерти. Губка токсичная. Оценка избегать. Берите с собой аптечку на случай ожогов, поражения нервной системы. Губка амфора. Над амфорой непременно обнаружится воздушный карман.
где можно отдышаться, шашки не зажигать, электроприборы не подносить. Внезапно. Коралл древовидный. Если я права, то мы встретим на Протее и другие пары коралл-губка, основанные на других принципах и выстроившиеся каждая в свою экологическую нишу. Горгон-тюремщик. Да, кстати, интересно. Оценка партнера симбиота можно извлечь, разрезав горгона-тюремщика. Операция не причинит последнему боли, горгон может приманить нового партнера или научиться выживать без него. Так, а что он делает-то? Какого-то партнера-симбиота он защищает, да? Хищный мягкий коралл, названный так за сходство с земными горгонариями. Непонятно. Эти семена генетически отличны от всех остальных губок. Ладно. Коралл купольный, горгоновлея, драконья чешуя. Применим в науке в производстве вычислительной техники. Кстати, да, если я буду делать какие-то схемы, возможно, он мне потребуется. Так, избегайте садиться на бурильщика капустного, если не хотите, чтобы он впрыснул в вас питательное вещество. О, господи, боже мой. Бурильщик колыбелька. Оценка из прочных волокон, можно синтезировать ткань и гипотетически еду. Прикольно. Оболончик гекатонхейр. Оболочник кислородогенный, понятно, это мы знаем. Рейн кислотогенный, это мы тоже знаем. Для кислотных аккумуляторов он подходит. Гребневик ангел. При касании центральной луковицы будет произведена генетическая адаптация. Необходимо срочно провести дополнительные исследования. К сведению пользователя, в данных о земной экосистеме описан симбиоз между осой-наездником и полидновирусами. В геноме этой осы содержится геном вируса, позволяющий ей продуцировать вирус в целях собственного размножения. Так, моровой цветок. Вирофор цветок. Оценка: основной орган питания вирусного растения с неоднозначным воздействием на экосистему. Уничтожать в момент открытия. Так, это моровая биопленка. В экосистеме роль неизвестна, возможно, организм представляет опасность, избегайте контактов или найдите инструмент для уничтожения. Так, транссистемная федерация. Аналитики сходятся в том, что следующим шагом адмирала... Так, ну это прям... Независимая структура, учрежденная коалицией трансгосударств, выполняющая функцию объединенных вооруженных сил последней. Сфера обязанностей: борьба с пиратством, управление сетью фазовых врат и проведение гуманитарных миссий. Ого! Структура финансирования и управления существует на отчисление 37 трансгосударств, но наделена правом формулировать собственный курс. Полевые агенты, пограничники, специалисты по оперативной работе в условиях инопланетных экосистем, вооружены нанотехнологиями и установками восстановления тела. Текущая задача: контроль соблюдения мер по сдерживанию распространения хара-инфекции, надзор над всеми межзвездными перемещениями. Адмирал Ратин Студебер. Командор ТСФ использовал конфликт для Хара для того, чтобы вывести ТСФ из подчинения трансгосударств-спонсоров вроде Альтеры. Пограничники ТСФ противостоят пришельцам Хара и контролируют соблюдение карантинных мер на всех фазовых вратах. Ну то есть с инопланетными вот этими пришельцами, хотя какие они инопланетные, если мы сами на черт знает где вообще у черта на куличках сидим. В общем, короче, с этими пришельцами Хара они ведут борьбу. Лагерь 1. Признаки того, что позже здесь пытались обжиться вновь, но уже с расширенным набором чертежей. Так, обломок цикады, гараж спускаемого модуля. Из воздействия окружающей среды и коррозии установить, сорвался ли модуль с цикады или приземлился в штатном порядке. Затруднительно, гараж открыт. Весь уцелевший транспорт мог быть вывезен. Бункер, сатаниты. Так, бункер, часовня Квакера, старая жилая база, Коралл-паук. Это мы его видели, да? Из отверстия под коралловой формацией выделяется неизвестный штамм протеровируса. Коралловая формация вырастает в направлении сильнейшей концентрации вируса, перекрывая разносящий его водяной поток. Коралловая формация производит вирофаг, вирус, уничтожающий штамм неизвестного конкурента. Рекомендуется дальнейшее исследование зараженной экосистемы. Так, и здесь, так, по ресурсам металлолом, понятно. Обломки можно переработать. Угрозы здоровья в Протее. Второстепенные проблемы Хара. Похоже, известно, инфекция обошла планету стороной. Ксенон. Кислород в наших баллонах может содержать ксенон. Он вызывает наркоз, сонливость и смерть. Дефицит B12 на этой планете, отсутствует кобаламин.
Дефицит вызывает гласит, атаксию и смерть. Первые несколько лет мы продержимся. Тотальная виремия. В морской воде обнаружена запредельная концентрация крупного РНК-вируса, вызванного протеовирусом. Теоретически в наших клетках он размножаться не должен. Будем наблюдать. Так, ну, видимо, что-то пошло не так. Ведь вы помните, что многие колонисты заразились. Разве смерть необратима? Уже нет. 500 лет назад... 500 лет ранение в живот считалось смертельной травмой. В наш век нанотехнологий полевых изготовителей ранение в живот можно вылечить аптечкой и покоем. Понятно. Смерть возвращения, протеовирус. Оценка неоднозначная. Протеовирус может обеспечивать местным организмам эволюционное преимущество ценой тотальной виремии. Так, Руби, Синг. Тоже это все рассказывает нам запись в журнале их характеристику. Последняя версия Синга восстановлена. Черный ящик передал сигнал на биокапсуле на базе. Повторная печать произведена, несмотря на поражение организма тяжелыми металлами и ретровирусом. Откат к предыдущей версии отклонен. Что ж, вроде бы практически все я здесь посмотрел. Ну-ка. Да. Отметки есть, чертежи давайте посмотрим. Односпальная кровать неинтересно. Стул. Терминал для энергоячеек. Вот мне еще нужен один такой. И фрагмент головастика еще один позволит нам изготовить это замечательнейшее транспортное средство, которое позволяет погружаться на очень серьезные глубины и исследовать максимально эффективно этот биом. Что ж, здесь, по идее, не особо это нужно. Так, кислородный баллон у меня есть, вода, еда, на шашки. Ну и пока как будто бы все, переработчик у меня уже готов. Стыковочная шахта, это я нашел. Электрическая турбина, передатчик, это мы с вами все почитали. Так, хорошо. Маяк базы. Здесь биореактор, вот его бы надо собрать, он у меня уже готов. Постройки, можно его засунуть в Германии, это все слитки. Так, ну и вроде бы да. Что ж, воду надо выпить, а для этого ее нужно изготовить. Так, воду пьем. Чик. Трясь. Так, можно еды поесть. Ну, в общем, как-то так, друзья. Вот такая вот серия. Конечно, здесь я совершенно как-то опрометчиво, наивно, по-нубаски. Я дважды умер. Один раз меня загрызли, один раз я задохнулся. Ну, что ж, надо быть внимательней, да, и не забывать лечиться и отбиваться от всяких тут злобных, ненавистных тварей. Что ж, в любом случае, с цветком мы разобрались, получили классную адаптацию. Да, давайте ее посмотрим. Так, где она у меня? Адаптация вот здесь. Да, устойчивость к перегреву есть. И еще 3 адаптации, по крайней мере, вот на этой странице, если не появятся новые. У меня будет доступно, не знаю, что нам это даст, возможно, больший запас, объем легких, или, может быть, выдерживать без защитных приспособлений типа скафандра или головастика, выдерживать напрямую давление на больших глубинах. Не знаю, посмотрим, это будет интересно. Значит, как минимум 3 грибневика ангела нам еще придется освободить от заражения. Так, ну и, соответственно, благодаря записям в журнале мы узнали, что часть колонистов отправилась на юг, часть колонистов отправилась на юго-восток. И давайте наметим цель на следующую серию: отправиться туда, на юг, юго-восток, и расследовать, что же с ними произошло. В любом случае, это будет интересно. Если я что-то сегодня не заметил, пропустил, и это было очень мне полезно, напишите в комментариях, что думаете по поводу этого прохождения. Напишите, какой я лузер и нубас. Ничего страшного, любые комментарии приветствуются. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь.
Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропускать будущие видео. Поставьте жирный лайк этому видосу и увидимся с вами в будущем. Пока.